Значит, таким образом мы закончили смотреть самолеты. Сколько их было? Очень много, но вот все мои оценки. 37-38. Но из этих 38 там многие повторяются, штук 30 мы посмотрели точно. И вот финальный рейтинг. Давайте будем смотреть сверху вниз, и заодно я их буду показывать в игре. Так, тоже войдет в мой топ. 99 баллов набирает Piper Turbo Arrow 4 от Just Flight. Давайте сразу его открываю. У нее очень интересный хвост и скорость хорошая, в общем, просто топ. Ну, ливрею какую взять? Oakman, вот это регистрационный, окей. И давайте посмотрим ее. Я сразу расскажу, чем она мне понравилась больше всего. Во-первых, у нее куча навигации, у нее есть чек-лист, мануал. Внешне, внутри она суперская, все кнопки работают, двери открываются. Единственное, у нее не очень приятный вид из кабины. Но по звукам, по визуалу, по планшету, там, по всем этим делам просто... Тоже видим, что внутри все проработано, все очень красиво. Снаружи... Ну, снаружи тоже вопросов нет. Мы это уже смотрели, но просто сейчас для того, чтобы закрепить звуки, слушаем. Ну, уровень же. И еще раз. Просто еле на стояночном тормозе стоит. И в кабине тоже. Ну, огонь. Дальше. Вот это зеркало, его можно регулировать как удобно. Не зеркало, а... Так, есть планшет, можно выбирать навигацию. Ну, просто все, что угодно здесь есть. Двери точно так же открываются, это мы сейчас смотреть не будем. Единственное, вот вид, видим, слева заграждает вот эта вот часть. Посередине еще эта полоска, поэтому там 7 баллов очень заслуженно. То есть вид, конечно, не огонь. Так, для визуальных полетов или долго лететь оно будет раздражать. Но все остальное просто на высоте. И также очень хорошо видна панель всех приборов. Вот здесь вот в один ряд выстроена и на стандартном виде настроена так, чтобы они как раз вот было под этой чертой. То есть все самое важное было видно. Ну и автопилот здесь уникальный, и все здесь по феншую. Давайте чуть-чуть пролетим. Выбираю стояночный. Все, взлет есть. Убираем шасси. Видим, что немножко несинхронно уходят, то есть какая-то уже и уникальность есть небольшая. И теперь выпускаем обратно и выполняем посадку на эту же полосу. И управляется она как-то так немножко посложнее. Вот я на себя тяну, она вверх не идет. Вот. Вот это было хорошо и приятно. Это мои топ-1 получается. Дальше смотрим. Ну, Turbo Arrow 3 мы не будем смотреть. Там тот же самый дизайн, тот же самый самолет, просто с другим хвостом. И Turbo Arrow 2 тоже вот есть. Единственное, что в Turbo Arrow 3 очень хороший штурвал. Он там прям с одной стороны стертый. Там такой интерьер, ну просто пушечка. Вот. На втором месте у меня Globe Swift. Но это немного интересный самолет. Его можно, мы попозже его посмотрим. Он немножко относится к другой категории самолетов. Из обычных самолетов гражданских Cessna 152 улучшенная. Там, где открываются двери, есть автопилот. Давайте ее тоже посмотрим. Она, получается, занимает второе место. И она бесплатная. Вот.
И какую ливрею? Ну, давайте выберем вот эту, она вроде поинтересней. Чем она особенная? С чек-листом у нее проблемы, конечно, и это обидно. И с мануалом тоже. Но есть обучение внутри игры, поэтому проблема это не очень большая. Так, но тем не менее, если бы не этот фактор, то она набрала бы 98 баллов и была бы четко на втором месте, а не Globe Swift. Все работает, внутри видимость немножко ограничена, двери открываются, по ощущениям тоже топ. Вот видим, здесь уже есть автопилот, более нам привычный. В отличие от обычной Cessna, здесь даже как будто деревянная панелька. Я не помню, а в обычной Cessna там деревянная панелька? Ну, в общем, выглядит она зашибись. Давайте смотреть тоже. Снаружи она и так, и обычная Cessna была топом. Убираем тормоз. Или я его не убрал? Чем мы не едем? Все, разгоняемся. Убираем закрылки. Так, рядом со мной сидит пассажирка. Так, ну вот, тоже очень приятный, красивый самолет. Внутри довольно проработанный. Ну, не такой, конечно, как предыдущий, но как для бесплатного мода, по-моему, отлично. И давайте выполним посадочку. Здесь нету никакой навигации, то есть летать визуально можно, вид хороший. Вот. Из окна, получается, нам крыло не мешает смотреть вниз. И потихонечку. Даже слишком потихонечку, можно немножко ей помочь. То есть летать по каким-то приводам, вору, вообще то, что нужно. Без современных карт и навигаций. Ну, супер. Так, смотрим, кто у нас дальше. Давайте я желтеньким помечу, что Globe Swift выйдет немножко за категорию. Значит, вот эти самолеты, они одинаковые, поэтому мы на каждом останавливаться не будем, на них отдельно. Вот я их выделю зелененьким, вот таким вот. Cessna, понятно. Следующая у нас М20R набрала. Тоже, кстати, от Carinada. 2 навигации у нее, тоже, что очень приятно. 94 балла. И, кстати, то, что мы смотрели сейчас, Bonanza тоже набрала неплохо баллов. То есть ей добавить еще мануал, и она была бы тоже хороша. Здесь из бесплатных мы ничего смотреть не будем. Rutan, Sakata, Sia Marchetti. Ну, Sia Marchetti не дотянула, в общем. Смотрим М20R. Давайте такую зелененькую возьмем для разнообразия. Так, я ее буквально самый последний тестировал пару дней назад. У нее нету чек-листа. Это, конечно, минус. Может быть, сейчас он появится, но почему не сделать ей чек-лист? Она тоже набрала бы тогда отличное количество баллов. Вот она мне не понравилась немножко звуками, и кнопки не все работают. Ну, это уже такое мелочи. По ощущениям, она была хороша. Вот опять же, что это за вид? Что это за вид? Зачем они это сделали? Немножко сделайте вот так вот. Вот. Отлично. Я постараюсь ничего не нажимать. Вот это уже нормальный самолет от Carinada, и у него уже есть планшет. Вот эта блямба, я запомнил, что она меня очень бесит.
Так, главное теперь ничего не трогать. Снаружи сразу мы слышим звуки. Стоять. Вот это хорошие звуки. Ну а внутри? Ну, внутри мне что-то не понравилось. Ладно, мы уже оценки не ставим, мы просто подводим итоги. Поэтому давайте взлетим и посмотрим. Так, разгоняется она менее охотно. Так, на себя. Есть. Смотрим анимацию. Опять же в этом самолете, потому что это Коринада, что-то начинает шипеть ветер. В других самолетах ветер так не шипит. Опять я вид поменял случайно. Не, ну с видом тут явно проблемки. Ладно, и давайте выполним на нем посадочку. Пока мы слишком далеко не улетели. Это быстрый очень самолет, самый быстрый, по-моему, в этой категории. И тоже приятная передняя панелька. Единственное, с видом здесь немножко проблемка со стандартным. Так, тормозим. Так, ну и, собственно, тоже здесь красивые кожаные сиденья. Ой, что-то мне это напоминает. Здесь уже место для ног просто космос. Мне кажется, сюда можно еще один ряд поставить. Свет работает, есть планшет. В общем, отлично. Мне нравится, но панелька все-таки в Bonanza мне нравится немножко больше. Итак, финальный топ перед нами. 3 самолета. Piper Turbo Arrow 4. И вместе с этим самолетом можно также вспомнить Piper Turbo Arrow 3 и просто Piper Arrow 3. Ну и также Piper Warrior 2. То есть все это одинаковые самолеты Piper, просто разных модификаций. И все они сделаны и проработаны хорошо. Но самое больше всего мне понравилось именно Turbo Arrow 4. Это топ-1. Вторым самолетом это оказалась бесплатная Cessna 152 с модом от комьюнити, от сообщества бесплатным. И на третьем месте это M20 Aerovation Muni от Коринада. Вот мой топ одномоторных самолетов. Но если вы спросите, какие, допустим, топ-3 платных самолета, я сюда добавлю еще Beechcraft Bonanza V35B, которая недавно вышла. Она раза в 2 дешевле, чем обычные самолеты от Коринада. Вот, я ее приобрел лично за 60 гривен, это $1,5 через Аргентину в Microsoft Store со своего Xbox. Но так она стоит где-то 10-15 долларов. Хотя обычные самолеты стоят где-то там 20-30, а то и 40 долларов. То есть у нее соотношение цена-качество хорошее, у нее есть моя любимая навигация и у нее есть чек-лист, что для меня, допустим, довольно важно, чтобы в игре был чек-лист. Ну а также для новичков и просто как бы для того, чтобы узнать самолет, не пользоваться такими посторонними вещами. И если взять топ-3 бесплатных самолета, то сюда у меня войдет Cessna 152, про которую мы уже говорили, а также от DJing на сайте Flight Sim 2 можно скачать тоже два очень интересных самолета, Vancer V7 и FK-9. Довольно-таки интересные самолеты. И вне категории, так сказать, я хочу тоже упомянуть о двух самолетах, которые не то чтобы мне очень понравились, но они довольно особенные. Это Eagle Optica, то есть самолет такой с видом из кабины, как будто это вертолет. На нем интересно полетать, есть навигация. Хороший самолет, я бы сказал, мне он понравился. И, как ни странно, Джабиру, который набрал
довольно мало очков, но я его запомнил, потому что в нем много разной навигации, и покупая условно там один самолет, у нас получается 4 кабины с разной навигацией, что может быть удобно для обучения или для разнообразия полетов. И еще одна категория — это такие, как сказать, или старые, или военные, или спортивные. Туда вошли 3 самолета: Globe Swift CG-1A, Paggio P149D и Sakata Epsilon. Вот. То есть они тоже одномоторные, тоже категории А, подойдет для полетов в карьере от Neofly. Они подходят под категорию А, поэтому вот на любой вкус и цвет я рассказал свой топ, просмотрев куча самолетов. 33 самолета. Так вот, всем удачи и пока.